Сегодня немножко вот про такую вот красоту, и кажется, что она такая, ну, типичная, но в этой идее есть немножко такой необычной идеи. Вот сейчас предлагаю рассмотреть. Это Барселона, это Испания, и это немножко другой подход к пейзажу, да. Меня зовут Эдуард Кичигин, и на этом канале я рассматриваю, ну, такие любопытные проекты в сфере пейзажа и архитектуры. И потому что это часть моей профессии, а скетчинг, по которому большей частью вот есть вот этот вот мой канал, там, скетчинг ручками, линерами и прочее, пером, конечно, все. Это как обслуживающая структура моей, ну, главной профессии. Это ландшафтная архитектура, архитектура, пейзаж, урбанистика, вот все вот эти вот истории. И сегодня про интересный проект испанский, и он супер классный. В чем его идея? Сейчас проговорю, сейчас покажу. И этот проект сделала студия On A. Это, видимо, испанцы, но я точно не знаю, но они называются On A. И что интересно, они создавали парк, восстанавливали парк размером 26 гектар, если я ничего не путаю. Вот это большая структура. И вокруг город это Барселона. Это интересно. И одной из задач студии было создание стадиона, вернее, восстановление зелени, которая приходит вот сюда, в область стадиона. И вот сейчас мы посмотрим, как ребята, что они придумали, как они сделали с этой задачей, что-то любопытное. И мне дико нравится, что своим присутствием, своим проектом вот эти вот ребята испанские, они не уменьшили количество пейзажа в городе, а наоборот увеличили его. То есть они взяли место там, где его нету. Они взяли место там, где его нету, нашли его и принесли пейзаж в город. Вот они так могут, и вот так вот нужно. И вот в настоящее время на одного жителя Барселоны приходится 6 квадратных метров зелени. И это проблема, потому что это меньше, чем рекомендуемые Министерством здравоохранения нормы. Нужно как минимум 9. И вот это один из таких шагов для того, чтобы эти нормативы соблюсти и сделать больше зеленых легких для города Барселона. И идея ребят из Испании в том, чтобы взять вот это вот пространство парка и функциональные элементы стадиона, который занимает большую площадь, ну, это большая история, поместить ниже существующего пейзажа. И существующий пейзаж — это как одеяло, которое приходит на вот это вот огромное большое строение, структуру стадиона. И в итоге получается так, что сам зеленый парк, вот это вот большое пространство, оно функционирует вне зависимости от стадиона. А стадион тоже предоставляет свои услуги вот в этом месте и функционирует вне зависимости от этого парка. И вот этот проект испанских ребят-архитекторов в том, что природа может вернуться в города. И природа, она изменяет рельеф, она не теряет функции. Вот эти вот сооружения, они функционируют вне зависимости от того, какая большая площадь озеленена. Сам парк поднимает рельеф и создает одеяло зеленого леса над функцией стадиона и над всеми его сооружениями, необходимыми для того, чтобы он работал, чтобы он делал свою историю. И чтобы понятно, что происходит, например, в данный момент, можно посмотреть на текущую ситуацию. И про нее можно сказать то, что в текущей ситуации озеленена только 8% от того, что есть вокруг стадиона. Это то, что есть на сегодня, и, соответственно, вот все озеленение, которое присутствует в данный момент. И это вот такая ситуация, с которой работают вот испанские архитекторы. Сравним сейчас и сравним до. Вот такая вот урбанистика. Вот здесь просто замкнутое бетонное пространство, которое создает, ну, такой некий островной эффект в городе. И вся эта история, она направлена на обслуживание вот этой зеленой зоны. И там, где места нету, там, где нету места вообще никакого, испанцы нашли место для большого парка, большой красивой зоны. И они выравнивают вот эти вот большие задачи с количеством зелени на единицу жителей, например. Ну и создают вот эти вот нормальные сферы для функционирования города, его зеленые легкие. Очень правильная, очень хорошая идея. И можно посмотреть на структуру стадиона в его разрезе. То, что, вот, например, они думают, вот эта вот история, она приносит в сущность парка и необходимые элементы для того, чтобы обслуживать и саму структуру и посетителей парка. И сам стадион в своем, например, даже озеленении имеет вот эти вот элементы, когда создается маршрут, там 2,4 километра, для того, чтобы заниматься спортом, зона отдыха и обзорные площадки. Потому что структура стадиона — это такая приподнятая над всем пространством доминирующая история. И вот они делают тут обзорные площадки. И, соответственно, если посмотреть на сам план, то мест для того, чтобы смотреть красивых мест там очень много.
Как мне кажется, лучше всего эта идея воспринимается вот в таком ясном, условном, схематичном виде. И вот здесь мы видим вот эту вот входную зону, и вот здесь, разрез которой мы видели на предыдущем слайде. И вот таким образом интересно и круто входит система стадиона в городскую ткань. Парк не теряется, зеленые легкие остаются, и он насыщается вот этими идеями, которые дополняют и развивают тему стадиона, и обзорные площадки, и зоны отдыха, и два больших водоема, которые приходят сюда, вот в эту структуру. И продолжается, развивается здесь тема тенниса. И вот это уже все выглядит в ткани города как естественный ее элемент, не берущий на себя много внимания, не угнетающий пространство города вот этой вот бетонной отделкой, бетонным пространством, а наоборот, возвращающим зеленую структуру обратно в город. В общем, мне кажется, это прекрасная идея, и как кейс, как сама идея, мне кажется, она очень хорошо масштабируема, потому что можно идти в этом дальше и приносить зелень в другие элементы, структуры, которые могут соработаться, как сложное слово, sorry, функционировать совместно с вот таким подходом к озеленению. Мне кажется, это очень круто. Гораздо круче, чем огромные бетонные площадки, смотреть на вот такой вот красивый пейзаж, чем на то, что обслуживает какую-то функцию. Мне кажется, вот в таком направлении нужно идти. И развивать вот такие элементы города, когда зеленая структура приходит сюда, в эти каменные джунгли. Очень много каменных джунглей. Нужно много зеленой структуры, которые создают вот этот вот зеленый каркас и зеленые легкие. И много-много экологии, чтобы выровнять обратно, чтобы мы жили в городе, жили и как можно меньше негативных факторов воздействовали на нас, чтобы мы жили дольше, да. Ну и в конце концов, это симпатично. Что вы думаете про такой подход к озеленению? Не нужно считать, я думаю, что чужие деньги не нужно считать. Если есть возможность сделать такое, мне кажется, нужно делать такое, идти в этом направлении. Как раньше было странно, то, что могут быть машины, как раньше было странно, что может быть ракеты в космос. Вот так, мне кажется, сейчас может быть странно то, что в будущем станет нормой. Нормой, да. Ну и напишите в комментариях, что вы думаете про такой подход к озеленению. И мне кажется, вот я очень часто встречаю это здесь, особенно в России, что люди ограничивают свою свободу мышления и свое выражение идей каким-то рядом факторов, про которые они слышали, которые они имеют в опытности своей, да, обалдеть, которые относятся к практической, прагматической реальности. Типа, ты не сделаешь этого, ты не сможешь этого сделать. И только когда рядом пробьется ряд стен, они потом начинают соглашаться, что типа, да, правда, это не так пугающе, это может быть реальностью, что вы, ну ладно, вы молодцы, типа, окей. Вот, мне кажется, это то, что во многом ограничивает типологию мышления. Если подумать про это свободно и как модель развития, как вы думаете, ваши налоговые деньги на что будут тратиться? Или на яхту, или вот на такой парк. Вот если исходить из этой системы координат, что вы думаете, нужны ли такие штуки в городах? Вот, мне кажется, что нужны. И мне кажется, что вот, нужно думать в этом направлении. Такими могут быть парки, когда они взаимодействуют с какой-то другой общественной системой. И вот это прекрасный пример. Если увидите какие-то другие модели взаимодействия, пишите в комментариях, что мне интересно. Это моя профессия, я этим занимаюсь, я это преподаю в университете лесотехническом. В общем, вот, это такая веселая история. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу смотрите в описании к видео, много тоже таких лекций по современным проектам, которые я вот сейчас на канале на своем начал обозревать. Много-много-много. Я это очень люблю, мне это супер интересно. И по рисованию, скетчингу, пером и тушью, и разными такими ручками, линерами и прочими. И если хотите эксклюзивные материалы от меня, там тоже есть ссылка в описании на Boosty, сервис Boosty. Там подписывайтесь, ежемесячная плата там или 200 рублей, или 400 рублей. И туда я кладу те видео, где я делюсь совершенно другим подходом и уровнем информации, который я даю обычно или на курсе, или коллегам, или студентам там в академии. В общем, вот. Меня зовут Эдвард Кичигин. Всем чао-чао, хорошего вечера.